Путин просит Трампа о помощи. Москва не справилась с проблемой, и решить ее может только Вашингтон. О чем идет речь? Новая линия фронта. Президенту брошен вызов. Страну внезапно захватили коммунисты? Нашли козла отпущения в Грузии, поняли, кто на самом деле виноват во всех бедах, и открыто объявили об этом. Есть реакция ЕС, досмотрите. Орбан больше не главный тормоз Европы. Неожиданный поворот в деле российских активов. Все может сорваться на ровном месте. Электричество по карточкам? Российская энергетика трещит под ударами, география которых растет. Куда прилетела на этот раз? Об этих и других главных событиях вечера четверга, 6 ноября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Украинские дроны ударили сразу по нескольким регионам России, атаковав нефтяную и энергетическую инфраструктуру. Губернатор Ярославской области подтвердил, что беспилотники поразили нефтеперегонные станции в 2 округах региона. По его словам, объекты получили незначительное повреждение, а последствия локализованы. Ночью в области звучали сигналы тревоги, аэропорт Ярославля приостанавливал работу. В Орле губернатор сообщил о сбитых дронах, но их обломки повредили несколько домов. Украинский канал «Супернова Плюс» утверждает, что один из беспилотников попал в район Орловской ТЭЦ. Америку захватили коммунисты. Примерно такой посыл читается в словах Дональда Трампа, который обрушился на нового мэра Нью-Йорка и сделал это с размахом. Выступая на American Business Forum в Майами, президент США назвал победу Зохрана Мамдани показательной для всей демократической партии и обвинил демократов в том, что они, цитирую, «привели коммуниста к власти в крупнейшем городе страны». Если вы хотите увидеть, что демократы в Конгрессе хотят сделать с Америкой, просто посмотрите на результаты вчерашних выборов в Нью-Йорке, где их партия поставила коммуниста мэром крупнейшего города страны. Помните, я говорил, что в нашей стране никогда не будет избран социалист ни на одну должность. Мы даже пропустили социалистов, сразу перешли к коммунистам. Президент также пошутил, что Майами вскоре станет убежищем для американцев, бегущих от коммунизма в Нью-Йорке. По данным CNN, это были его первые комментарии после победы Мамдани, который набрал 50,4% голосов, опередив бывшего губернатора Эндрю Куомо и республиканца Кертиса Сливу. 34-летний Мамдани – первый мэр-мусульманин в истории Нью-Йорка и открытый демократический социалист, выступающий за налоги для миллионеров, бесплатный транспорт и контроль цен на аренду. Он также известен жесткой критикой Израиля, что уже вызвало споры в городе с крупнейшей еврейской общиной за пределами Ближнего Востока. Я не буду смягчать свои слова, когда речь идет о президенте Трампе. Я продолжу называть его действия своими именами, в то же время всегда оставлю дверь открытой для разговора. Если президент Трамп захочет сделать что-то, что пойдет на пользу городу, я буду говорить об этом открыто. Но если он намерен преследовать, судить или наказывать жителей города по признаку их происхождения, места проживания или того, откуда они родом, я буду бороться с этим. Теперь политическая линия фронта проходит прямо по Манхэттену. Трамп называет выборы триумфом коммунизма, а новый мэр обещает показать нации, как победить Трампа. Путин, по словам президента США, обратился к нему за помощью урегулировать войну, которую Россия не может якобы закончить уже 10 лет. Зачем надо было начинать? Такое заявление президент США сделал на бизнес-форуме и намекнул, что лично говорил с российским диктатором 2 недели назад. Цитирую: «Мы уже 10 лет пытаемся закончить эту войну, но не смогли. Теперь это тебе придется уладить». Якобы, сказал Путин, а цитировал его Дональд Трамп. Американский лидер добавил, что именно теперь ему предстоит завершить то, с чем другие не справились. При этом он обрушился с критикой на ООН, обвинив организацию в бессилии перед войной России против Украины и другими конфликтами, которые он сам остановил после возвращения в овальный кабинет. Это была цитата. Президент Путин. Я говорил с ним 2 недели назад, и он сказал: с одной стороны, мы пытались урегулировать эту войну уже 10 лет, но так и не смогли. Ты должен ее урегулировать. Я некоторые такие вещи решал за час, безо всякой помощи со стороны Организации Объединенных Наций.
Если слова Трампа подтвердятся, мир может оказаться свидетелем самого неожиданного дипломатического реванша, когда инициатором мира для Путина становится человек, известный своими угрозами в его адрес. США готовятся перезапустить игру в Центральной Азии, теперь не под лозунгами демократии, а под знаком редкоземельных металлов. Интерес Вашингтона к региону резко вырос после того, как Пекин в октябре ограничил экспорт редкоземов, на которых держится мировая электроника. На этом фоне Трамп намерен превратить Центральную Азию в альтернативный источник сырья, одновременно вытесняя Китай и ослабляя зависимость региона от России. Теперь в Вашингтоне саммит формата S5+1 с участием президента Дональда Трампа и лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. По прогнозам аналитиков, ключевая тема – это доступ к стратегическим ресурсам региона, богатого редкоземельными элементами, необходимыми для технологий и оборонной промышленности США. При Байдене обсуждались вопросы энергетической безопасности в Центральной Азии и альтернативных источников энергии. Сейчас акцент, по всей видимости, сместится на более конкретные экономические и ресурсные интересы. Что касается войны в Украине, вряд ли можно ожидать детального обсуждения. Но, возможно, Трамп поднимет вопрос обхода санкций России через страны Центральной Азии и окажет давление в этом направлении. Вашингтон видит в регионе шанс укрепить влияние на фоне ослабления России и растущего давления Китая. Но и для самих центральноазиатских стран это шанс. Лавируя между Москвой, Пекином и США, они получают пространство для многовекторной дипломатии. Именно поэтому лидеры региона приняли приглашение Трампа без колебаний, ведь в нынешней геополитике даже грамотно проданный килограмм редкозема может стоить дороже политических деклараций. Лично я также намерен совершить визит в следующем году. И, вероятно, сразу во все 5 стран. Думаю, поездка займет неделю или даже больше, поэтому нам нужно вместе поработать, чтобы это осуществить. Я считаю, что это захватывающая возможность и начало новой эры в наших отношениях с Центральной Азией. Неожиданное препятствие на пути разморозки российских активов и передачи их Киеву. Бельгия выставила собственные условия, без которых замороженные российские активы не пойдут Украине. Именно позиция Брюсселя сейчас тормозит реализацию плана Еврокомиссии по репарационному кредиту на 140 миллиардов евро, пишет Политико. По данным издания, премьер-министр Бельгии опасается, что страна может оказаться юридически обязана вернуть Россию ту часть средств, которую ЕС намерен передать Киеву из активов Центробанка РФ, размещенных в бельгийском депозитарии Евроклир. Чем дольше мы продолжаем затягивать, тем сложнее это станет. Это может поставить вопрос о возможных временных решениях. Как мы собираемся получить 140 миллиардов евро из европейских бюджетов в это время года? Никак. Несмотря на заверение Еврокомиссии, что возврат денег возможен только после окончания войны и выплаты России репараций, Брюссель требует жестких гарантий защиты от финансовых и судебных рисков. Второе требование – устранить угрозу вето со стороны Венгрии или других стран, которые могут заблокировать санкционное решение. Еврокомиссия уже ищет механизм, чтобы сделать подобное вето невозможным. Третий пункт – разделение рисков. Бельгия хочет, чтобы остальные столицы ЕС предоставили финансовые гарантии по будущему кредиту на случай, если Россия прекратит войну и потребует вернуть активы, или если юристы Кремля смогут доказать это в суде. Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал использование замороженных российских активов самым быстрым способом поддержать Украину и призвал ЕС разблокировать процесс. Тем временем глава Европейского совета Антонио Кошта подтвердил, Евросоюз намерен продолжать финансирование Украины как минимум еще 2 года, даже если переговоры с Бельгией затянутся. Ну а в Грузии определили, кто виноват в том, что стране закрыли дорогу в Евросоюз. Министр иностранных дел страны заявила, что Киев якобы создает препятствия на пути Тбилиси к европейской интеграции. По ее словам, именно Украина в разных формах выступала против получения Грузии статуса кандидата в ЕС и проводила кампании против этого в 22-23 годах. При этом глава МИД напомнила, что Грузия, цитирую, с первых дней агрессии России выражала политическую поддержку Украине, но при этом не намерена вводить санкции против Москвы, потому что никто не хочет вступать в конфронтацию с Россией и создавать угрозы безопасности. Это естественно, говорит министр. Мы воочию видели, какие кампании проводились в 2022-2023 годах, до того, как мы получили статус кандидата. И здесь не раз проявлялась вовлеченность Украины в этом направлении, что они в разных формах выступали против евроинтеграции Грузии. Это происходило, это не было скрыто, всем нам известно.
Заявление прозвучало на фоне жесткого отчета Еврокомиссии о расширении, где Грузии досталось больше всех. Правда, в основном на орехи. Еврокомиссар Марта Кос прямо заявила, что страна остается кандидатом только по названию. Посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский призвал власти воспринять документ как отрезвляющий сигнал, но в грузинском МИД отчет назвали необоснованным и политически мотивированным. Теперь же официально Тбилиси впервые открыто обвинила Киев, шаг, который в Брюсселе могут воспринять как окончательный разворот Грузии от прежнего курса солидарности. Филиал Голливуда в Украине. Анджелина Джоли тайно пересекла украинскую границу, и ее визит больше напоминал спецоперацию, чем гуманитарную миссию. По данным Политику, актриса прибыла как посол ЮНИСЕФ, но не предупредила украинские власти и буквально перешла границу пешком, направившись в прифронтовой Херсон. На этом голливудский сценарий не закончился. По дороге задержали ее водителя, волонтера Дмитрия из Крапивницкого, инструктора по боевому самбо. Его доставили в ТЦК, где вручили повестку и отправили на переподготовку как резервиста. С тех пор связь с мужчиной пропала. Медиа уточняют, что у Дмитрия была медицинская справка, разрешающая службу только в тылу. Родные бьют тревогу, а соцсети уже гадают, как звезда мирового уровня оказалась в зоне боевых действий без координации с властями и почему ее визит закончился арестом сопровождающего. ЮНИСЕФ и официальные структуры молчат, а вся история звучит так, будто сценарий писали не журналисты, а сценаристы мистера и миссис Смит. Только теперь действие разворачивается в реальной войне. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.